Ну что, знаете, куда занесло меня на этот раз? В Беловежскую пущу. Это один из крупнейших лесных массивов равнины Европы, который сохранился в относительно нетронутом состоянии. И это не просто лес, а национальный парк, по которому можно гулять и наслаждаться красотой природы. Вот и я решил отправиться сюда, чтобы наконец-таки увидеть вживую Беловежскую пущу, о которой, наверное, хотя бы один раз, но слышал каждый. Размеры у пущи не маленькие, ее площадь составляет 150 тысяч гектар, протяженность с севера на юг 65 километров, а с востока на запад от 20 до 52. Так что ходить тут можно долго, много раз устать и не посмотреть и половины, поэтому лучше всего это сделать на велосипеде. Можно приехать со своим, а можно арендовать его прямо у входа. Входной билет, кстати, стоит 10 рублей. После оплаты тебе дают карту, на которой отмечены рекомендованные маршруты, составленные тематически. Но ездить можно не обязательно строго придерживаясь какого-то одного. И вот, заехав на территорию, ты попадаешь в национальный парк. Велопрогулка тут будет более чем комфортная, так как дорожки, чтобы передвигаться по такой большой территории, ровно заасфальтированы, и это не просто узенькая полосочка, по которой не разъехаться, а достаточно широкая полоса, по которой комфортно ехать как одному, так и большой компанией. Если вы плохо ориентируетесь по карте, или у вас нет с собой навигатора, ну или просто не хотите на это отвлекаться, не переживайте, вы точно не заблудитесь. Все маршруты промаркированы разными цветами, и на каждом разветвлении дорожки стоят указатели, на которых отмечены не только названия маршрутов, но и основные места и достопримечательности, а то вдруг вы едете не по маршруту, а просто хотите доехать до определенного места. Нередко на пути встречаются зоны отдыха, и вы их точно не пропустите, потому что кто же откажется после нескольких часов на велосипеде немного отдохнуть в беседке посреди живописного леса, к тому же с такими удобствами, как велопарковка и мусорка, ведь сорить тут нельзя, а возить с собой мусор после небольшого перекуса не очень хочется, да и лишнего веса это будет придавать в вашем рюкзаке. Если вам захочется отлучиться, невдалеке от каждой стоянки есть небольшой домик, в котором можно уединиться и сделать все свои неотложные дела. Что еще можно сказать про благоустройство? Все сделано для того, чтобы вы получили максимум удовольствия от прогулки. Людей тут было не очень много. Да, конечно, когда твой путь пролегает по отмеченному маршруту, который заявлен на карте среди туристических, то ты обгоняешь, а иногда и тебя обгоняют небольшие группы, в основном семьи или пары. Но и тут можно найти дистанцию, чтобы попасть в пустой коридор и ехать в одиночестве. Это действительно не просто лес, и его не просто так выделяют в национальный парк, не просто так оберегают, и не просто так он получил такую известность. Это очень красивое, загадочное и манящее к себе место. Я не знаю, что именно создает это чувство. Наверное, сразу множество факторов. Одновременно тишина и в то же самое время неумолкающие звуки леса. Ощущение, что ты совершенно один, и в то же самое время осознание того, что где-то рядом кто-то тоже едет по ровной, уходящей вдаль дорожке, и если что, ты можешь спросить или попросить у него помощи. Я даже не знаю, как описать то состояние, когда я тут ехал. Это было непередаваемое ощущение. Мне казалось, что я попал в совершенно другой мир. Вот недавно я жил своей стандартной жизнью, и словно пройдя сквозь меха в обычном платяном шкафу, я очутился в волшебном лесу, который хранит в себе множество тайн и загадок. А впереди меня ждет невероятное путешествие, которое навсегда изменит мою жизнь и надолго отпечатается в моей памяти.
Все это создавало ощущение, что ты попал в сказку, но не ту из какого-нибудь мультика, хотя синий трактор с прицепом тут несколько раз был мною замечен, а в настоящий сказочный лес, за которым скрыт целый мир. Ехать на велосипеде тут было одно удовольствие. Но ездить по таким большим расстояниям просто так через какое-то время, наверное, стало бы скучно, поэтому лучше всего передвигаться, заезжая в разные интересные места, одним из которых на моем пути стал археологический музей под открытым небом. Он представлен 3 экспозициями, отражающими историю белорусских земель в период от каменного века и вплоть до раннего средневековья. Первое место, куда я попал, было поселение из нескольких разновременных подворий, отражающих историю появления ранних славян на территории Беларуси, их быт, воинское дело, занятия сельским хозяйством и животноводством, различными ремеслами и промыслами. В каждый дом можно зайти и рассмотреть, как все устроено изнутри, а там много чего интересного. Все обставлено так, как будто тут действительно кто-то живет. Просто сейчас никого нет, и только я нахожусь в этой деревне. Печи, лежанки, горшки, оружие для охоты, одежда – все это было на своих местах, где обычно находится при использовании в обиходе. Все это можно было детально рассмотреть вблизи и полностью погрузиться в атмосферу тех времен. Я ходил от одного домика к другому, и они не были копиями друг друга. В каждом новом жилище все было по-другому. Кто-то занимался земледелием, кто-то собирательством, кто-то промышлял охотой, а кто-то пек хлеб. На мой взгляд, это самый лучший археологический музей, в котором я был. Конечно, можно было пойти с экскурсией, но мне понравилось и так, когда только я один среди всей этой атмосферы и могу пойти сюда, а могу туда, сколько хочу посидеть в этом домике и быстренько глянув в следующий, остановить свое внимание на том, что мне интересно. Но в любом случае я уже был под большим впечатлением от того, что тут увидел. Конечно, когда я готовился к этой поездке, я знал, что тут будет этот музей. Однако, что тут будет такое, я и представить себе не мог. На краю деревни есть дорога дальше, к укрепленному поселению. Это городища позднего бронзового, раннего железного века. И тут ты переносишься в другую атмосферу. Входные ворота, высокие стены, ров перед ними для защиты от вражеских набегов, а внутри сооружение жителей городища. И здесь тоже можно зайти в каждое строение, почитать про него и что представлено в нем. И самое главное, вблизи посмотреть, что тут и как. А проработано здесь все до мелочей. Я могу сказать лишь одно. Здесь очень атмосферно и очень классно. Нагулявшись тут, я отправился дальше, ведь это еще не конец, и если пройти через небольшую рощицу, то попадаешь к строениям более древнего времени. Но мое приключение продолжается, и вот я снова еду вперед. За первый день я проехал около 56 километров по пуще, и этого мне все равно не хватило, чтобы посмотреть все места, которые я хотел. Поэтому я катался тут 2 дня подряд. И перенесемся сразу к вечеру первого дня. Уже изрядно устав, я все ехал и ехал вперед. И выехав к северной части заповедника, попал на Царскую дорогу.
Да, это не просто велосипедная дорожка, а дорога для машин, так как в чуть менее чем километре сзади меня находится пограничный переход Переров. Но тем не менее, тут проходит веломаршрут Императорский тракт. И вот я еду все дальше и дальше по живописной дороге, на которой за час езды мне встретилось буквально не более 10 машин. Но называется дорога не просто так. Она была проложена, чтобы царская семья могла добираться до охотничьих угодий. Да и сейчас название оправдывает себя, потому что каждый мост через речку или канаву напоминает о ее прошлом. Я ехал дальше по живописной солнечной дороге, наслаждаясь лучами солнца, которое уже стремилось к польской границе, которая находилась к западу от меня. Ветер приятно обдувал лицо, особенно когда я спускался с горок, но вот когда после спуска нужно было подниматься вверх, было уже не до смеха. Все-таки за сегодня я уже изрядно устал. Подъем в горку, я умираю, а еще только 5 вечера, а до 9 еще так много проехать. Солнце еще высоко, а это значит, надо ехать вперед. В один момент я решил свернуть с дороги в сторону, потому что заметил кое-что интересное. Это была неприметная полузаросшая дорога, которая уводила в лес. Но туда был указатель, что это экотропа Бобровая заводь. И действительно, через некоторое время я выехал к заболоченному озеру. Конечно же, мне хотелось увидеть бобров, которые строят свою хатку, но нигде никого не было. Куда бы я ни посмотрел, повсюду были только кувшинки и камыши, а еще куча комаров и мошек, которые нещадно кусали меня, как бы намекая, чтобы я уже ехал отсюда. Поискав бобров еще некоторое время, я решил так и сделать, и поехал дальше. Я уже упоминал, что рядом была польская граница, ведь Беловежская пуща разделена на две части. Одна находится на территории Беларуси, про нее я вам и буду рассказывать, но есть еще одна часть, на территории Польши. Туда я заезжать не буду. Кто как, а я свои приключения обычно не начинаю с Польши. Но есть места, где граница вплотную подходит к веломаршруту. Там, конечно, везде висят знаки, что фотографировать нельзя, но когда это меня останавливало? Просто не так красиво и кинематографично получится, а в мое видео они все равно попадут. Если вы думаете, что здесь все дорожки одинаковые и заасфальтированы, то вы правы. Почти. Конечно же, не все дорожки такие. Большинство, но не все. Есть места, где нет асфальта, и ты едешь просто по грунтовой дороге, среди леса, и наслаждаешься природой. Это такие маршруты, как Звериный переход или Еленский бор. И, конечно, мне сперва казалось, что лучше я поеду по ровной асфальтированной дороге. Зачем мне ехать по дорожке похуже? Но как же я ошибался? Ведь просто не передать ту атмосферу, когда ты едешь по дороге среди леса, а кое-где в просветах мелькают лучи солнца. Словами просто не описать. Вот только сейчас я понял, что Пришвин не просто так мог на несколько страниц описывать природу и напрочь забывать про сюжет. А в школьные годы, я помню, так не любил его за это. Ведь где сюжет? Действие? Зачем я уже 5 минут читаю про то, как блестит роса в лучах заходящего солнца и как облако своим краем чуть призакрыло светило? Помню, именно на таких маршрутах я старался ехать помедленнее, чтобы не нарушать всю эту тихую гармонию леса, да и частенько останавливался, чтобы насладиться природным великолепием. Но опять же, лес не был однородным, одни виды сменялись другими. Иногда я ехал в тенистых аллеях, а иногда по более открытым местностям. Один раз дорогу мне преградило упавшее дерево, и пришлось перебираться через него. В один момент, когда я выехал к озеру, то заметил недалеко от берега небольшой островок, на котором стоял дом. Ничего себе, подумал я тогда, неужели там кто-то живет? Подойдя поближе, я заметил мост, по которому можно было перейти на островок, а перед ним приветственную табличку. Естественно, я воспользовался приглашением и стал гостем этого островка. Это был не жилой дом, а домик рыбака.
Видимо, тут могут остановиться те, кто любит порыбачить. На заднем дворе я обнаружил кострище, дрова и скамейки. Все было аккуратно сделано, не просто брошено, и посидеть тут было приятно. После рыбачьего острова, проехав еще некоторое время по лесу, я выехал на более открытые места. Это были кормовые поля. Тут растут травы и культуры, которые употребляют местные обитатели. Помимо этого, вдоль их маршрутов здесь устанавливают места для подкорма. В этих кормушках оставляют корм для зверей, за которыми тщательно здесь следят и оберегают. Я очень надеялся встретить кого-то вживую, хотя бы просто посмотреть издали, но, к сожалению, так и не встретил никого. Но и не мудрено, жара с самого утра стояла жуткая, и в такую-то теплынь, конечно же, все звери отдыхают у себя в укромных местах и не перебегают дорогу любопытным туристам вроде меня. Посреди поля есть смотровая площадка, с которой открывается отличный вид, и именно с нее я больше всего рассчитывал увидеть какого-то зверя. Ведь не просто так ее тут поставили и окружили кормушками на другой стороне поляны. Но, увы, сколько бы я тут ни сидел, так никого и не увидел. Кстати, нужно отдать должное администрации национального парка. Даже в самых глухих местах в лесу стояли информационные таблички, на которых была схема маршрутов, которая задизайнена прям как схема метро, а также рассказывалось про особенности этого участка леса, интересные факты или обозначались места, на которые нужно обратить внимание. Одним из таких мест является огромный дуб. Он стоит тут очень давно и повидал многое на своем веку. Его возраст оценивается примерно в 600 лет, а диаметр ствола у него около 2 метров. То есть в обхват он, а вот посчитайте сколько, и сколько нужно людей, чтобы обхватить его вместе. У лесного гиганта есть дупло. Скорее всего, именно оно спасло его от вырубки в период Первой мировой войны. На стволе дуба даже остался старый след от пилы. Но, видимо, кто-то вовремя заметил изъян, и вот дерево до сих пор стоит тут, и я могу обнять его и помедитировать. После всех этих неблизких поездок мне нужно было отдохнуть и перекусить. Поэтому я отправился на берег озера. Здесь, так же как и на всех пунктах отдыха, была велопарковка, но вот все беседки были заняты. Но и так сойдет, подумал я и остановился прямо тут. С собой я брал не очень много еды, потому что, если что, тут есть места, где можно докупить воду или заказать поесть. Самое главное — воспользоваться ими и не уехать слишком далеко. По воде плавал лебедь, а я ел и смотрел на воду и небольшие волны. Вот так прошел мой небольшой перекус, после которого мне на удивление стало легче ехать. Что странно, ведь я просто переложил вес со спины в живот. Ну ладно, самое главное, что теперь дорога будет легче и веселее. Кстати, эта поездка напомнила мне мое путешествие, тоже в национальный парк, но в горы, когда я в Сербии отправился на Фрушку гору. Можете посмотреть, ссылка будет в описании. И еще одно место, о котором я вам не рассказал, это поместье Деда Мороза. Да, если в России Дед Мороз живет в Великом Устюге, то в Беларуси в Беловежской пуще. Кстати, вот и место, где можно перекусить, в хате Деда Мороза. По отдельному билету можно зайти внутрь самого поместья. Первый большой дом, который вы встретите, это будет дом Деда Мороза. Тут нужно сказать волшебные слова. «Дед Мороз, покажись, пожалуйста». Если после этого никто не выйдет, то сказать еще раз. Если же и после этого нет, то тогда можно кричать и топать. А что, это мне так сказали при входе. И тогда к вам выйдет Дед Мороз, у которого можно будет загадать желание. После этого можно пойти прогуляться по владениям дедушки. Тут собраны фигурки из самых разных сказок. Конечно, тут должна царить новогодняя атмосфера, падать снег и все такое, но прогуляться тут летом, как по мне, настолько странно, что пусть будет. А почему бы и не посмотреть на сани и гирлянды летом? И вот, нагулявшись тут и уже собравшись уходить, стоит не забыть заглянуть в скарбницу, то бишь кладовую Деда Мороза, чтобы там получить вот такой подарок. Мне внутри попался пряник в виде гриба. Было, кстати, вкусно.
Наверное, вы думаете, как же все эти люди, которые тут работают, каждый день ездят на работу в такую даль? А вот специально для сотрудников тут есть небольшая деревенька, в которой живут работники Беловежской пущи. Находится она, кстати, недалеко от поместья Деда Мороза. Помните, я говорил, что хотел посмотреть животных? Да, конечно, я хотел увидеть их в живой природе, но если вам так же, как и мне, не повезет, то загляните в вольеры. Там помимо зайцев, рыбок, медведей и всех прочих, кого вы можете увидеть в обычном зоопарке, есть и большие загоны, где живут зубры и олени. Ну а это было мое путешествие в Беловежскую пущу.